Привет, друзья! И мы с вами находимся сейчас в сафари-парке. А как мы до сюда добрались, сейчас мы вам расскажем. Добраться до сафари-парка, так же как и до Винденворс парка развлечений, можно на автобусах 17-19. Они следуют практически по всей длине острова, но более точно вы можете скачать приложение WinBus Google Market вот с таким значком. И там все маршруты автобусов. Они зеленого цвета, и они в настоящее время бесплатны. Добравшись до конечной остановки Grand World, мы пересаживаемся вот на такой вот автобус 2.1, ну или 4.1. Это как бы я их называю местного значения. Да, на вывеске видно, что Сафари и Виндворд. И двигаемся в сторону Сафари. И вот мы добрались до парка, сафари-парка. Здесь есть такая вот карта, так что можете сфотографировать ее, чтобы не заблудиться. Ну и вот такая вот информация, что выгодно, удобно, выгоднее даже брать билет сразу в парк и в сафари. Первый день вы в парке, второй в сафари, ну как бы комбо. Он вам обойдется 1 450 донг. Из них 250 тысяч донг, это вам возвратится бонусом, вы можете их потратить на обеды. На одного человека, да. А стоимость по отдельности, это получается 950 тысяч донг, это Винденворс парк, и 650 тысяч донг, это парк Сафари. Встречает нас вот так вот племя африканское, под африканскую музыку. Билеты мы уже приобрели, так что в кассу стоять нам не надо, мы сразу будем проходить. С левой стороны есть сувенирная лавка еще. Okay, go inside. Because yesterday you go to Wingwalker. Да, вот так вот нас пропустили. Здесь дают вам информацию, но на вьетнамском, так что... И посмотрим, что нас сразу встречает. Катя, ты, наверное, за этим сюда ехала, да? Ближе немножко. Ой, какие красивые. Чем-то напоминает наш контактный зоопарк в Барановичах. Смотрите, ребята, отдыхает шимпанзе, вторая сидит на дереве. Вон, посмотри, хочет прыгнуть. Еще такая вот дополнительная информация. Если вы ленитесь ходить пешком в сафари-парке, то можно купить билетик на такие вот машинки. Они стоят 100 тысяч донг, и передвигаться на них на машинках. Они останавливаются возле каждой клетки с животными или возле каждого животного. Но нам даже подсказали знакомые, что не у каждой. Так что мы направляемся пешком. Вот от обезьянок мы двигаемся вот сюда к слонам. У львов мы перемещаемся вверх. Здесь садимся на автобусики. Это уже включены в стоимость. Катаемся, смотрим их, как говорится, в дикой природе. Возвращаемся. Ну и потом остатки мы это все завершаем. Покажи мне, где вот жирафы, где можно кушать, да, и кормить их. Ты вот видишь? Вот, это перед входом на автобусик. И вот здесь вот будет вот с жирафами, я так понимаю. Так что мы там тоже, может, остановимся и перекусим. Посмотрим. Вот вы видите, что уехала, как я хотел сказать, байк-такси. Если вы ленитесь передвигаться пешком. Не знаю, мне также лучше есть пройтись. туалеты. Да, ну приехали, мы рассчитываем сюда на целый... Здесь тень. Вы будете ходить в тенечке, потому что, ну, здесь деревья. Ну и приехали отдыхать, наслаждаться природой. Так, есть также вот туалеты.
Они вот расположены вот таких бунгало. Ну, довольно чисто, довольно чисто. Встречаемся здесь. Окей. И еще раз напомню, что комбо-билет, мы идем по комбо-билету. Это вчера мы посещали Wind and World парк, это парк развлечений и аквапарк, а сегодня идем на сафари. Но имейте в виду, что если вы берете комбо, он вам обходится дешевле, плюс дается дополнительный билетик в город Гранд Уорд, где Мишки и Тедди, музей Мишки и Тедди, потому что он платный, а так он дается вам бесплатно. Вы обязательно должны на следующий день попасть в сафари, так что вы рассчитываете, что 2 дня у вас уже будет как бы в курсе расписаны. Есть такие вот беседочки, да, в стиле как бунгало, такие крытые, чтобы отдохнуть в тени, хотя здесь, честно говоря, кругом тень. Свежий воздух, ветерок продувает, не сильно жарко. Надо было хлебушка им взять, покормить. Не знаю, точно не буду утверждать, можно ли кормить или нельзя. Не будем рисковать. Да. Их кормом здесь кормят, я видела. Ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Обязательно оставайтесь с нами, чтобы исследовать этот остров Фукуок. И вот такой вот красавчик, малайский тапир. Интересное животное с таким хоботком. А сейчас мы с вами находимся возле животного арабский орикс, тело которого почти блестящее, белое, с коричневыми шоколадными оттенками на голове, шее, конечностях и кончике хвоста. У обоих полов длинные, довольно прямые рога длиной от 60 сантиметров до 1,5 метра. Друзья, смотрите, какой красавчик. Это леопард. Особи их достигают от 25 до 65 килограмм. Продолжительность жизни 10-12 лет. Смотрите, как ему тут здесь жарко. А беременность, получается, вынашивают они, ну, как я поняла, 3-3,5 месяца только или что? Ну да, по-моему. да, длится у них. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Смотрите, друзья, еще такая вот информация. Сколько разгоняются километров. Не, ну ты обалдел. Представляешь, 50-80 километров страусы, а ты в Индии. 200 метров от страуса были. Он бы меня затюкал бы сразу же. Да, кстати, ребята, Капец. да. Мы в Индии убегали от страуса. У нас есть такое видео нападение страусов. Спускайтесь по ссылочке и смотрите нашу жизнь на Южном Гоа. А мы двигаемся Ну, с вами также дальше. не забывайте подписываться, чтобы смотреть нашу жизнь во Вьетнаме. Но если хотите путешествовать с нами, пишите в личку или на электронную почту, и мы составим маршрут и можем отправиться в путешествие. Ну еще раз по поводу этих вот машинок, честно говоря, рекомендуем прогуливаться пешком. Забейте вы лучше целый день, потому что машинки, мы вот стояли возле леопарда, они просто подъехали, притормозил, даже не остановился, и все. Мы подошли ближе к клетке, а они просто-напросто так посмотрели и... Не, ну может неинтересно, я не знаю. Но вот это вот, смотри, это может экскурсия какая-то, они все вышли. Нет, здесь они остановились, потому что нужно будет заходить внутрь. Вот они такие вот останавливаются, где проходить внутрь. А возле клеток они просто притормаживают. И смысл, блин, тогда вообще идти сюда, чтобы не видеть этих животных тоже, я не вижу. Ну а мы идем, не знаю куда, но куда-то мы идем. А, это серпентариум, может, какой? Со змеями. Это питон. Питон. Достигает 50-100 килограмм. Представляете? 30 лет они живут. 20-30 лет живут. И в длину до 6,5 метров могут достигать. Смотрите, еще, ребята, питон. Один он залез на самый верх, греется. А этот вот растянулся здесь. Да, до 9 метров могут вырастать. И вес их может составлять от 100 до 200 килограмм. Продолжительность жизни 20-30 лет. Ну такая, может, так это запросто какую-нибудь собачку, блин, проглотить А и вон не еще это. посмотри. Да, там вижу, греется. Это, друзья, мы видим ягуану, которая достигает до 2 метров.
и может весить до 8 килограмм. А это вот, друзья, индийский питон. Это вот такие вот ящерки барбота, которые обитают в восточной части Австралии. Смотрите, они там что-то спариваются. Вырастают до 55 сантиметров, весят до полукилограмма. А вот этот экземпляр, посмотрите, ребят, это такая гигантская черепаха, которая обитает в Африке. В длину может достигать до 1,5 метра, а вес ее составляет 230 килограмм. Представляете? Продолжительность жизни их составляет 255 лет. Смотрите, здесь также вот такая кафешечка. И с такими вот красавцами. С крокодилами. Их можно покормить. Да, даже можно их покормить. Но я так понимаю, это за отдельную плату. Смотрите, ребята, какие красавцы. Ну, блин, ну разве не красавцы? А он поплыл. Ребята, а этот вот открыл пасть. Видно, кого-то только-только проглотил. Лежит так, как бревно, не шевелится. Ждет, покуда к нему какая-то жертва прямо в рот заскочит. А те вон отдыхают на песочке, в тени. Самое интересное, посмотри, цапли ходят рядышком. Ну да, они уже, крокодилы здесь уже обкормленные, ленивые такие. Да, их тут, ну, штук 20, наверное, точно будет. Идем дальше. Один пытается, вот смотрю, и убежать на волю. Но клетка мешает ему. Один внизу. Их там два. А, их там два. Они делают шпили-вили. Шпили-вили? Да. Возможно. Непонятное движение у них какие-то. Это выдра. Посмотрите, ребята. Они так просят еду. Такая вот инсталляция со времен, может, войны еще осталась. Катя, скажи, пожалуйста, как твое впечатление первое? Пока все хорошо. Мне пока все нравится. Не, ну здорово, рекомендуем к посещению, потому что, ну, и даже что-то немножко не ожидала, думал, намного меньше будет. А он так, парк довольно внушительный. Интересно походить, посмотреть. Здесь вон там какие-то уточки. Так что подошли вот к слону, вот он впереди. У нас слон. И такая информация, если вы хотите покормить животных, вот такие вот ларочки стоят. Вот конкретно слона покормить 30 тысяч. А продолжительность жизни до 70 лет. 3,5 тонны живого веса. И вот такой вот корм. Такие вот ушастики здесь тоже стоят в пауке. А этот слоник, видно, я так понимаю, уснул. Смотрите, какое еще дерево массивное, такое большое. Да, он точно живой? Да живой, живой, видишь, он шевелится. Спит просто, наверное. Азиатский черный медведь достигает до 150 килограмм, но длина до 1,80 м. Ну да, видишь, он черный, окрас черный. У нас бурые медведи, а здесь такой и черный, и на грудке такой треугольничек у них. А это у нас гиппопотамы. Только они почему-то очень далеко ушли, не хотят сниматься. Интересно, классно сделали, да? Вот сам парк находится именно в джунглях. Вот такая бетонная дорожка, и через метр у тебя такие вот непроходимые джунгли. Но здесь тоже надо быть осторожным. Вполне возможно, какая-то змейка может я, потому что смотрел в чате, писали, что может и выползти. Кенгуру. Кто это? Кенгуру. Кенгуру. Ну только что-то оно тоже приустало. А это вот, ребята, гемсбоки. Крупный бык. Достигает до 240 килограмм. Но у них тоже, посмотрите, какие рожки. Пора сделать перекур. Спрятаться так вот. В таком навесике. Да, солнце уже поднимается, становится жарко. В тени, конечно, тенек. Но того ветерка, который нас охлаждает, его, конечно, маловато. Придется периодически так. Надо себе купить такой вот вентилятор. Такой вот маленький, да? Ходите, чтобы тебя обдувало. Также, друзья, обязательно берите воду, но если вы даже ее забыли, то это вот такие вот банкоматы. 15 тысяч.
Да, вода 15 тысяч донг. Кола 25 тысяч донг. Ну, это, я не знаю, Вафельки какие-то по 20 тысяч. молоко зачем-то. Ну, может, кто пьет тоже молоко. Бычки мощные, мощные, реально. Которые доходят до тонны гаур. Смотрите, друзья, какие красавцы. В тени. Лев в окружении своих жен, так получаем. Многоженец. Третьего он обиделась. Да, третий когда в стороне. Не подарил подарок. Смотрите, какие они белоснежные, красивые. Такая тоже информация, ребят. Если будете лететь, то в основном берите, старайтесь брать наличку. Ну, говорят, карты UnionPay, Газпромбанка тоже работают, но мы не пробовали. Берите наличку или крипту и едьте и отдыхайте. Белый лев. Смотри, какая пасть. Верблюдик замер вместе с зеброй. Также смотрите, сколько здесь много попугайчиков, которые кушают кукурузку. Тут танцы начинаются какие-то. Также на территории вы можете вот так вот увидеть выступления африканских артистов. Главное поднять ногу повыше. Так, ну а мы еще посмотрим птичек. Еще пройдя через вот такие закрытую территорию, даем там, где птицы живут в природе. На самом верху натянута вот там вот сетка, если видите. Конечно, здесь сложно увидеть их, но возможно. Такой вот водопад искусственный, таким прудом. И смотрите, проход, ствол дерева и высечена лестница. Представляете, сколько лет этому дереву было? Это реально. Ага. Со стороны это дерево, ребята, это бетон. Но выглядит красиво и внушительно. Да, и здесь вот такие вот попугайчики, с которыми можно сфотографироваться. Можно пройти вот по подвесному мосту. Ну, честно говоря, с трудом их, конечно, здесь можно увидеть, этих птиц, но забежать можно. А, ну вот еще такие цесарки какие-то. Красноголовые цапли, это, наверное, красноголовые цапли. Тоже вот здесь кушают. После вольера птиц вот проходим вперед немножко, и налево получается кафе с жирафами, а направо, я так понимаю, там вот автобусики, которые будут возить по территории, по дикой природе. И если судить по очереди, то нам-то как-то можем подвиснуть надолго. Ну ладно, спешить некуда. Будем пробовать стоять. Смотрите, сколько народа. Очередь, оказывается, она еще идет туда. Посмотрите, сколько людей. Мы отстояли ровно 10 минут и процентов 30 продвинулись. Но автобусы отходят довольно-таки часто. Сели в автобус, отстояли 35 минут. Сейчас проедем, посмотрим, стоит ли этого было. Потому что тяжело стоять в жаре. All I want, all I want, me.
Так, ну проехали мы. Что могу сказать? Ну, честно говоря, ну, нам не особо. Все длилось 20 минут, стояли 35 минут. Как говорится, овчинка выделки не стоит. Особо, чтобы так вау, потому что у нас, допустим, места были справа, а в основном животные находились слева. И приходилось или вставать смотреть, или просто не смотреть. И, честно говоря, можно пройти просто по самому парку пешочком и посмотреть намного ближе на животных, чем, как говорится, в живой природе они находятся. Но все равно приедьте, галочку. Ну, ради галочки только. Ну, это, мое мнение, не стоит это потраченного. Как бы лучше было погулять по парку пешочком. А сейчас мы направляемся в кафе, где можно покормить жирафов. Вот оно вот так вот выглядит. Здесь, кстати, когда покупаете билет, вам выдается билет. Если вы берете комбо, вам выдается билет на обед. Это по 250 тысяч рупий на человека. Вот на двоих это 500 тысяч рупий. Но мы вчера свои, как говорится, все проели. Ну, мы, закончив автосафари, зайдя в кафе с жирафами, продолжаем осмотр зоопарка. Верблюды отдыхают, у них сиеста. Позади меня вот имеются такие мини-кафешечки, там можно сосиску в тесте взять 40 тысяч вонг, мороженое 50 тысяч вонг, вода, кола там по 25 тысяч вонг. Они периодически встречаются на территории. К лемурам открыта даже клетка, можно пройти. Он только что спрятался. Вон, вот тоже сидят какие-то. Погладим. Такие пушистые, реально пушистые. Так что видите, сюда можно тоже зайти, покормить и погладить лемурчиков. Они реально ручные, посмотрите, садятся на плечи и кушают еду. А этот вот пытается листочки похавать, разрешают себя гладить. Не, ну столько посетителей всех гладят, они уже стали ручные просто-напросто. Здорово, молодцы, сделали такое вот. Обезьянки спрятались от жары. Гибончики. Такие вот животные, посмотрите, какие-то непонятные маленькие обезьянки с длинными красными языками, которые дразнятся. И ушки такие беленькие. Рахитик такой худой. Энергией болеет. Обошли мы круг и обратно спускаемся к фламинго, которые нас встречали. И там получается с фламинго ресторан слева и справа тоже фламинго ресторан. И мы подошли вот к выходу, потому что уже на солнце реально уже мозги закипают, потому что мы провели, ну, полдня провели, мы приехали сюда где-то 9, начало 10, а сейчас часа 3, да? 3 часа? Ну, вот фламинго. Сейчас уже 13:27. 13:27, почти 2 часа. Друзья, вот мы и посетили сафари-парк, который находится в Гранд Уорд. Ну, что сказать, мое мнение, я уже свое. Ну, мне не очень. Мне не очень, как бы, ну, в зоопарках я бывал, животных видел. Конечно, Вин Вердерс вчерашний, посмотрите, кстати, по ссылочке внизу, мне реально зашел. Это все 10 баллов. Ну, а это как дополнение к тому билету, ну, в принципе, а для галочки я поставил. А ты как? Ну, не знаю, меня тут впечатлили только жирафы и фламинго. Ну, как прогуляться, ну, можно прогуляться, но Не, ну, наш совет, едьте с утра, потому что очень жарко. Открывается это с 9, по-моему, с 9 они до 6 работают, потому что... Мы приехали к 9. Да. Вот с 9 до 11 было комфортно, потом это, конечно, жара, а еще в очереди постоять, минус огромнейший, это вот очередь, которая автосафари, это, ну, я не знаю, посмотрите наше видео, стоит, не стоит, поедете, не поедете. Ну, опять же, к вам принимать решение, это сугубо наше мнение.
Так что посмотрите наше видео и думайте, ехать или не ехать. Ну от вас, конечно, лайк, колокольчик и подписка. Давайте с нами исследовать дальше остров Фукуок. Все, пока-пока.